Всем привет, это Александр и канал «Читаем для вас». Прочитал книгу легендарного Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей» и сделал на нее обзор. Он будет содержать не все, но самые важные рекомендации и примеры книги. Информация для тех, для кого это видео первое. На книгу будет два варианта обзора. Вы смотрите вариант «Книга по блокам», «Вводная часть» и 7 навыков. Навык 6 – «Достигайте синергии». Синергией Стивен Кови называет связь, обеспечивающую превосходство целого над суммой его частей, когда 1 плюс 1 равно 3, 4, 10, 20 и так далее. Синергия требует от участников взаимодействия уверенности в себе, умения ценить различия между нами и оппонентом, уважения друг к другу и доверия. Уверенность необходима для полноценного участия в творческом процессе, ведь творчество само по себе непредсказуемо и неопределенно. Проявить свою креативность участникам предстоит на этапе поиска точки общего интереса. И неуверенность в этом случае может привести к необходимости жесткого структурирования, определенности, предсказуемости. Неуверенные люди считают, что действительность должна приспосабливаться под них. У них есть потребность в уподоблении себе других. Синергия же базируется на признании ценности существования другой точки зрения. Поэтому и единство – это взаимодополняемость, а не одинаковость. Рекомендуемая Стивеном Кови установка «Ваша точка зрения и система ценностей» очень важны, и мне необходимо в них разобраться. Таким образом, мы можем взаимодействовать, не заботясь о защите своих позиций. Стивен Кови выделяет 3 уровня общения. Оборонительный уровень общения возникает в ситуации низкого доверия. Ему свойственны утаивание информации и продумывание путей отступления. Чаще всего оборонительному уровню общения характерны позиции «выиграл-проиграл» или «проиграл-выиграл». Второй уровень – это уважительное общение. Этого уровня можно достичь, когда стороны ценят друг друга и стараются избегать ситуаций противостояния. Они способны понимать, что хочет оппонент, но не почему он этого хочет. Стороны не вникают в парадигмы, лежащие в основе позиции партнера. Синергетический уровень общения основывается на доверии. На этом уровне стороны могут получить решения, превосходящие предполагавшиеся изначально. А совместная выработка этих решений позволяет сделать дополнительный вклад на эмоциональный банковский счет кредита доверия. Стивен Кови рекомендует сторонам быть не по разные стороны проблемы, а с одной ее стороны. Общающимся необходимо стремиться к решению общей задачи, вместе изучить ее и потребности всех участвующих сторон. В этом случае стороны не сосредотачиваются на альтернативах, с которыми они вступили в коммуникацию, а ищут третью. Поиск третьей альтернативы особенно полезен, если мы видим только 2 точки зрения – свою и неправильную. Важность такого отношения к различиям хорошо проиллюстрирована в часто цитируемой сказке «Школа зверей» педагога Ривза. Ее же процитировал и Стивен Кови. Однажды животные решили устроить нечто грандиозное в духе нового времени и открыли школу. В числе предметов они включили бег, лазанье по деревьям, плавание и полеты. Для простоты организации все животные занимались по общей программе. Утка превосходно, даже лучше преподавателя, плавала и получала отличные оценки по полетам, но здорово отставала в беге. Из-за этого ей пришлось часто оставаться в школе после уроков и даже бросить плавание, чтобы больше времени практиковаться в беге. Так продолжалось до тех пор, пока ее перепончатые лапки не стерлись до такой степени, что даже по плаванию она скатилась до посредственных отметок. Но школа допускала такие отметки, и никто, кроме самой утки, по этому поводу не переживал. Кролик был отличником по бегу, но на уроке плавания у него случился нервный срыв. Белка отлично лазала по деревьям, однако ее постигло жестокое разочарование, когда преподаватель полетов потребовал от нее взлететь с земли вверх, в то время как она привыкла летать с верхушки дерева вниз. Кроме того, от переутомления у нее начались судороги, и она схватила 3 по лазанью и 2 по бегу. Орел оказался трудным ребенком и требовал соответствующего обращения. На занятиях по лазанью он быстрее всех достигал вершины дерева, отстаивая при этом право пользоваться собственным методом. В конце года какой-то ненормальный угорь, великолепно плававший, а также бегавший, лазавший по деревьям и немного летавший, оказался лучшим учеником, и именно ему поручили выступить с прощальной речью на выпускном вечере. Луговые собачки от обучения в школе воздержались и потребовали возврата внесенной ими платы, поскольку администрация школы не включила в программу рытье нор и подземных ходов.
Они отдали своих детей в обучение к барсуку, а затем вместе с хомяками и сусликами открыли преуспевающую частную школу. В шестом навыке Стивен Кови рекомендует 4 практических задания. Первое. Вспомните, кто из ваших знакомых обычно видит все иначе. Спросите мнение этого человека о выполняемой вами в настоящее время задаче, ценя его вероятное отличие от вашей точки зрения. Задание второе. Составьте список людей, вызывающих у вас раздражение. Как могли бы точки зрения, которые они представляют, привести к синергии, если бы вы в большей степени ценили различия? Третье. Определите реальную задачу, в которой вам хочется добиться более плодотворного сотрудничества. Что вы можете сделать для создания условий, необходимых для поддержания синергии? Четвертая рекомендация Стивена Кови. В следующий раз при возникновении разногласий попытайтесь понять интересы, лежащие в основе позиции оппонента. Продемонстрируйте творческий и взаимовыгодный подход к решению с учетом интересов второй стороны. Синергетического эффекта мы желаем вам и во взаимодействии с каналом «Читаем для вас». Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте лайк, делитесь с теми, кто вам дорог этим видео. Буду рад вашей обратной связи в комментариях и до новых обзоров!